Загадки весенних цветов. Ландыш. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на следующий выпуск подкаста Russian in Context с Инной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете нас и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ирина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка, для тех, кто уже достаточно хорошо понимает русский язык и хочет улучшить свои знания. На страницах Фейсбука и Инстаграма мы предлагаем вам грамматику, лексику, цитаты, пословицы и поговорки, анекдоты и многое другое. Слушайте нас также на Spotify и на Google Podcasts. Итак, начнем. Сегодня, после сильного майского дождя, снова выглянуло солнце, и я, прогуливаясь по улицам своего города, наслаждалась свежим ароматом весенних цветов. Каждый цветок таит в себе какую-то загадку и имеет свою историю. Таить в себе загадку – прекрасное выражение, которое означает скрывать, хранить в себе какой-либо секрет или тайну. Я уверена, что каждый цветок может рассказать нам свою загадочную историю. Я шла дальше, и вдруг, опустив вниз голову, я увидела знакомое растение с белыми цветками, а на гладких листьях лежали еще капли дождя. Я нагнулась, то есть опустилась ниже к цветку и почувствовала сильный аромат. Это был ландыш. Как я обожаю, как я люблю этот цветок! Думаю, у каждого из вас есть также любимый цветок или любимые цветы. Ну что, поговорим сегодня об этом таинственном цветке, о ландыше? Почему о таинственном? А потому, что выше я уже говорила, что он скрывает в себе какую-то тайну, то есть таит в себе какую-то загадку. Латинское название ландыша в переводе на русский язык означает «лилия долин», цветущая в мае. О русском названии ландыш существует несколько мнений. Согласно одному мнению, название произошло от слова «гладыш», так как листья растения гладкие, как шелк. По другому мнению, название произошло от слова «ладан», так как цветки ландыша очень приятно пахнут, имеют приятный аромат. Ладан часто используют в церкви и при медитации. Цветет ландыш в мае и июне. Цветки имеют белый или бело-розовый цвет. Очень интересный факт. Первый раз ландыш цветет в природе в возрасте 7 лет, а через 10-12 лет он больше не цветет. Живет этот цветок приблизительно 21 год. Ландыш выглядит очень нежным, иными словами, выглядит тонким и деликатным. Но на самом деле это не так. Ландыш очень сильный цветок и даже не боится сильных перепадов температуры. Иначе говоря, не боится сильных изменений температуры. В медицине ландыши используют при сердечных проблемах и многих других заболеваниях. Но если неправильно использовать это растение, то оно может быть также ядовитым для человека, а именно может быть опасным для жизни. Не стоит кушать цветки и ягоды ландыша,
так как в них содержится яд. А если долго вдыхать аромат ландышей, может разболеться голова. А теперь давайте послушаем маленькие истории, которые расскажет нам о себе ландыш. И вот первая история о том, как он появился на свет. По древнерусской легенде морская царевна Волхва полюбила юношу Садко, а он полюбил земную девушку Любаву. Грустная царевна вышла на берег и заплакала. Ее слезы падали на землю, и на том месте выросли ландыши. Поэтому ландыш является символом чистоты, любви и грусти. По древнеримской легенде ландыши появились из каплей пота богини Дианы. Пот – это реакция человеческого организма на стресс, перепады температуры и прочее. Пот часто имеет соленый вкус. В Англии говорят, что ландыши растут в лесу на тех местах, где святой Леонард победил страшного дракона. После победы руки и тело Леонарда истекали кровью. На месте, куда падали капли крови, выросли ландыши. Как видите, во многих странах существуют свои истории, связанные с появлением ландыша. А теперь я хочу рассказать вам об одной французской традиции, связанной с этим цветком. Во Франции с XVII века каждый год отмечается праздник ландышей. Обычно это первое воскресенье мая. Ландыш является любимым цветком парижан, и весь Париж отмечает дни ландышей. В эти дни город наполнен ароматом этих цветов. Существует обычай или традиция дарить в первый день мая букет ландышей. Об этой традиции мы рассказывали вам в нашем подкасте «1 мая – праздник весны и труда». Если вы по какой-либо причине еще не слушали этот подкаст, то я рекомендую вам обязательно послушать его. Ландыши считают символом любви. Раньше во Франции, если парень дарил девушке ландыш, и она прикалывала цветок к волосам или к платью, это означало, что она согласна выйти замуж. Предложение было принято. Если же она бросала цветок на землю, это означало отказ, то есть его предложение не принято. Иначе говоря, она не хотела за него замуж. Вот такая интересная и немного грустная традиция. На этом я хочу закончить свою историю об этом таинственном цветке. Если вы хотите рассказать нам о ваших любимых цветах, оставляйте здесь комментарии и делитесь вашими историями. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Инной и Ириной. До скорой встречи!